Всем привет, это Вьетнам, курортный город Ничанг. И здесь еще в сентябре закончился карантин. Сейчас теплая, хорошая погодка, можно выходить из дома. Мы сейчас идем снимать видео для Тили. I'm going to make a video for a music competition. And what it will be a song about? And what song? Song of a Monkey King, famous movie. Мы сейчас идем к саду камней. Это мыс Хончонг. И в тех декорациях с этими камнями заснимем видосик для конкурса. Это будет песня Короля обезьян из китайского сериала. Можете посмотреть у нее на канале как раз. В верхнем правом углу можно перейти по подсказке на это видео и послушать еще и другие песни. В том числе там есть еще одна русская песня. Тили не говорит по-русски, но спела песню на русском. Песня называется «Два берега». Вот здесь такая парковка у этого места. Здесь дальше касса. Вход сюда стоил 20 тысяч донгов, а сейчас вообще написано 10 тысяч. И вот вход сюда. Сейчас здесь абсолютно пусто, нет ни одного человека. Туризм еще пока не заработал. Сюда только приходят люди порыбачить на этих камнях, на больших. Сейчас, наверное, мы их здесь увидим внутри. Ну и раз мы сюда пришли, на эту достопримечательность, сейчас я про нее вам тоже расскажу полноценно. Если вы здесь не были, то можете уже сейчас узнать про это место. А если были, то можете поностальгировать и вспомнить. У меня уже было видео, на самом деле, старое, но его можете не смотреть. Оно было сделано очень давно и не умеючи. Это было очень оживленное место. Здесь постоянно было много китайских туристов, привозили на автобусах. Русских туристов сюда привозили на бесплатную экскурсию, совмещенную с другим еще местом, с башнями Понагар. Можете посмотреть в отдельном видео, в верхнем правом углу перейти тоже на это видео. Здесь закрыто. Вот мы в этом месте, абсолютно безлюдное. Я тут периодически вижу рыбаков, которые на удочку ловят рыбу. Они стоят на краю камней и удят рыбу. Ладно, начинаем снимать отсюда. Сейчас это место выглядит очень спокойно и умиротворяюще. Кажется, что можно прийти сюда и в одиночестве прогуляться по этому парку из камней, погрузиться в свои мысли и полюбоваться здесь безмолвным пейзажем. Но это не совсем так. Во-первых, даже сейчас без билета, как оказалось, проходить сюда нельзя. На рыбаков не обращают внимания, ну а туристов, конечно, не пустят. А когда вход сюда открыт и продаются билеты, то здесь почти всегда есть люди. Даже без иностранных туристов на территорию мыса из камней постоянно приходят вьетнамские туристы. Из городских достопримечательностей это одно из самых популярных мест, тем более что оно максимально доступно для всех желающих. Мыс Хончонг расположен в северной части города у подножия холма под названием Ля Сан. Проще всего сюда добраться на байке и лучше приехать как можно раньше, потому что в более позднее время здесь становится очень людно. А когда людей меньше, можно с большим успехом сделать любые фотографии и так, чтобы никто не мешал. Ну или просто спокойно погулять тут и посидеть на этих теплых от солнца камнях. Из центра сюда ехать минут 10-15, а если вы будете в северной части города, то можно и пешком сюда прогуляться. Еще советую приходить сюда в закрытой обуви, чтобы было удобнее карабкаться по этим камням и не поскользнуться на них. Название мыса Хончонг происходит от двух вьетнамских слов. Хон – это остров, а слово чонг имеет два значения. Одно значение – это складывать, а другое значение – это муж. Поэтому название мыса можно перевести как «остров мужа», но если обратить внимание на смысл со значением слова «складывать», то такой перевод кажется более подходящим для описания расположения этих гигантских камней. Здесь валуны накладываются слоями так, что одновременно поддерживая друг друга, они создают впечатление дисбаланса. Кажется, что камни здесь могут развалиться в любую минуту, но они остаются устойчивыми многие годы.
Вот, например, такое расположение камней, создающих арку. Выглядит явно нестабильно. Говорят, что пройти сквозь эту арку можно даже загадав желание. 3 года назад, когда я впервые здесь пытался снимать видео, я так и сделал. Так, попробуем. Желание загадано, дело сделано. Огромные глыбы на мысе Хончонг создают холм, на вершине которого расположены несколько больших камней, опирающихся друг на друга. И вот на этом камне, размером с небольшой дом, главная загадка этого места. В нем отчетливо видна вмятина, похожая на след какой-то огромной лапы. С научной точки зрения никаких объяснений, откуда взялся этот след, нет. Но зато есть мифы и легенды об этом месте и о том, кто оставил этот след в камне. Когда-то на это место приходила купаться и проводить время прекрасная фея. Ею робко любовался дракон, он часто наблюдал за ней издалека. А потом они смогли подружиться, и у них даже возникли чувства, которые переросли в настоящую любовь. Но эта история не понравилась богам, которые разгневались на дракона и решили разлучить влюбленных. Для этого они отослали дракона далеко от этих мест, чтобы он больше никогда не смог встретиться с феей. И дракон никак не мог вернуться назад при всем его желании, но он не впадал в отчаяние, и его не покидала мысль, что однажды он все-таки вернется обратно к своей возлюбленной фее. И когда у него получилось вырваться и прилететь обратно на этот мыс, чтобы снова встретить фею, он уже не обнаружил ее там. А потом он узнал, что фея не смогла вынести этой драмы, и она была в такой сильной печали, что с горя превратилась в камень. Старания дракона оказались напрасными, он опоздал. Потеряв всякую надежду, дракон так сильно опечалился, что оцепенел и тоже превратился в камень. Вот такая легенда с печальным концом. А этот след в камне – это и есть след лапы дракона. Правда, есть версии, что вместо дракона был великан. Есть даже версии, что великан здесь ловил рыбу, а не любовался феей. И однажды ему попалась такая большая рыба, что она потянула его в море. Тогда великан с такой силой схватился за камень, что оставил в нем след. Лично по мне, этот след больше похож на лапу дракона, чем на человеческий след руки. Но в любом случае, откуда он взялся, остается загадкой. Помимо самого мыса, на территории этого парка при входе есть небольшая выставка с фотографиями. Продаются сувениры, а еще здесь в качестве представления играют на национальных музыкальных инструментах. Кому интересно, в описании к этому видео можно перейти по ссылке на это видео. А еще с наступлением темноты камни красиво подсвечиваются, и на мыс Хончонг можно любоваться издалека с набережной или с пляжа. Сейчас яркого солнца нет, но такая пелена облаков в воздухе, дымка такая напоминает мне, как в Джакарте, когда я был на острове Ява в Индонезии. Там постоянно вот эта дымка, она вообще не проходит, и там душно так же, как сейчас вот здесь. Кому интересно посмотреть это видео про Джакарту, переходите по подсказке в верхнем правом углу здесь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, смотрите другие видео, переходите на канал. До встречи в следующем видео.